Всем привет, друзья! У нас на дворе уже почти что ночь, но по вашим многочисленным комментариям и вопросам мы решили записать новый видеоролик на тему «Сколько же стоит отдых на нашем юге?». Ну, и в частности, в Анапе, да, в Анапе, Витязево, в общем, в этом направлении. Рассказывать будем, естественно, только по нашему примеру, сколько примерно мы закладываем на отпуск. Естественно, выходит иногда немножко больше, иногда немножко меньше. Ну, скажем так, такие сырые цифры, да, ну, более-менее приблизительные. Естественно, у всех запросы разные, потребности разные. Кому-то ехать на поезде всего один день, кому-то ехать почти неделю, да. Кто-то отдыхает 10 дней, кто-то 20, кто-то едет в отпуск на месяц. Кому-то нужен полный там пансион, all-inclusive и все такое прочее. В общем, потребности у всех разные, запросы разные. Расскажем именно о том, что важно для нас, что волнует нас и, в общем, на что мы рассчитываем обычно в нашем отпуске. В общем, погнали. Первое, пометочки себе тут небольшие сделала, чтобы ничего не упустить. Первое, естественно, что вам понадобится, это билеты. В Анапу сейчас самолеты не летают, поэтому мы ездим всегда на поезде. Да мы, в принципе, любим поезда, поэтому всегда ездим на поезде. В принципе, при большом желании можно долететь до Сочи, оттуда там доехать тоже на электричках или еще на чем-то. Но, в общем, мы ездим, у нас прямой поезд до Анапы, что очень идеально. Есть варианты с пересадками. Иногда нам в комментариях люди пишут, что почему вы не ездите с пересадками. Есть там классные, комфортные поезда и туда-сюда. Но ехать, мы ездим обычно большой компанией, да, там 8, 10, 12 человек, и ехать с пересадкой, с кучей чемоданов, ну, честно, мы не в восторге от этого. Еще на обратном пути, ну, как бы, может быть, можно с пересадками куда ни шло, но по пути на море я считаю, что нужен прямой поезд. В общем, поэтому мы ездим поездом 293, Мурманск-Анапа, садимся в Петрозаводске, и едем мы ровно 2 суток. Билеты в прошлом году нам обошлись что-то около 37 тысяч рублей. В этом году продажа открылась не так давно, и пока ориентировочно, если цена не поднимется, то на семью нашу из 4 человек, да, у нас 2 взрослых, один у нас ребенок школьного возраста, и один ребенок входит в категорию детей от 5 до 10 лет, это детский билет, и примерно 43 тысячи рублей нам нужно будет на билеты в этом году. Опять же, я говорю, кому-то ехать меньше, кому-то больше. Мы ездим в плацкарте, кто-то говорит только купе и все. Поэтому как бы наша сумма 43. У вас это, ну, считайте сами какая. Второе. Естественно, в поезде вам нужно будет что-то кушать. Нужно покупать продукты. Мы всегда на первый день готовим дома кучу продуктов сами, жарим нашу любимую картошечку, котлетки, варим спагетти. В общем, делаем огромные прям контейнера, и мы садимся в поезд утром, и весь день мы едим эту еду, все с ней прекрасно, она за день не портится, все хорошо. В общем, делаем это, но помимо этого все равно у нас в среднем где-то 3-3,5 тысячи рублей уходит еще на остальные продукты, на всякие там колбасные нарезки, ПБшки, там какие-то перекусы, печеньки, вкусняшки, чипсы, сухарики, напитки. В общем, огурцы, помидоры, там что-то понемножку вроде, но выходит где-то 3-3,5 тысячи рублей. Это уходит на еду в поезд в одну сторону. Зачастую, конечно, у нас что-то там еще остается, именно типа там такое, как ПБХи, что-то такое. Бывает и колбаски, остаются колбасы сырокопченых, кстати, берем, и 2 суток они прекрасно там живут, кстати, да. Потому что было, что в том году нам кто-то тоже писал в комментариях, как колбаса, ну, как бы 8 лет мы ездим, и колбаса сырокопченая 2 суток прекрасно себя чувствует в поезде. В общем, 3-3,5 тысячи. Также в пути исследования вам может захотеться что-то купить на станции. Неважно, в магазинах, где-то у бабушек, у каких-то еще что-то. На это мы закладываем 2000 рублей. Мало ли что-то где-то сбегать в магазин, где-то что-то на станции купить. Ну, 2000 на всякий случай. Иногда мы там тратим всего 1000, иногда ничего не тратим, иногда и 3000. Ну, так вот в среднем 2000 мы закладываем на то, чтобы по пути на станциях что-то еще докупить. Дальше. Мы приехали на юг, и нам, конечно же, нужно добраться до места нашего пребывания. Да не подвинул камеру. Нам нужно добраться до места нашего пребывания, ну, собственно говоря, где мы будем жить. Трансфер бывает от отелей платный, бывает бесплатный, бывает, что вообще его нету. В отеле, где мы до этого жили последние 2 года, у нас был трансфер бесплатный. В этом году, куда мы поедем, там нет трансфера, мы будем добираться сами, но благо мы уже много лет ездим, поэтому у нас есть все номера телефонов, куда можно позвонить, где договориться, что забронировать. Но в
среднем, то есть нам нужен автомобиль большой, типа микроавтобуса, потому что у нас едет много. И на 8-10 человек машина, последний раз мы ехали, по-моему, 800 рублей была, если я не ошибаюсь, от Анапы до Витязева. Вот, 800 рублей, ну, грубо говоря, 1000 пусть будет, плюс вам нужно будет обратно добираться, то есть 2000 в этом году мы закладываем на трансфер. 1000 туда, 1000 обратно. Окей, доехали. Жилье. Жилье, вот здесь я говорю, разброс вообще цен невероятный, просто колоссальный, потому что на семью из 4 человек можно снять как и за 12 тысяч жилье, так и за 212, да, то есть, опять же, все исходя из ваших запросов, из ваших потребностей. У нас запросы не такие большие, главное, чтобы это было не сильно далеко до моря, да, то есть желательно в пределах километра. Там кто-то, конечно, падает в обморок при словах там «о, километр до моря». Я считаю, километры, если это не в горку идти, то вполне вообще приемлемо. Это первое. Второе, нам всегда обязательно важно, чтобы был свой санузел с душем, да, чтобы это было не в общей зоне, а свой личный. И третье, что для нас очень важно, это чтобы был бассейн. Почему, тоже уже не раз нас спрашивали. Мы берем бассейн по большей части из-за того, что это море, возможно, всякие непредвиденные погодные, да, условия, шторм, не шторм, когда на море не покупаться, и приехать на море, и потом сидеть в отеле, там, в гостинице без бассейна, когда не покупаться ни тут, ни там, ни сям, ну, это как бы такое себе удовольствие. Причем первый самый год мы поехали в Анапу, как-то об этом не задумывались, сняли жилье без бассейна, и как раз-таки попали на то, что мы приехали с поезда, пришли в отель. В общем, все, пока там помылись, переоделись. Такие, быстрее, по жаре, до морюшка пришли, а там шторм был, и не покупаться. И, в общем, пошли мы в аквапарк. Аквапарк на семью это довольно недешевое тоже удовольствие, каждый день не находишься, поэтому всегда, конечно, мы смотрим, чтобы был бассейн. Ну, это вот 3 основные наши критерия. Для кого-то важно, чтобы кухня была, для кого-то прям, чтобы это было там, дверь с отеля открыл и вышел в море. То есть очень разно. Кто-то наоборот берет подальше, лишь бы было подешевле и ездит спокойно на автобусе на море. Я говорю, тут у каждого свои запросы, потребности, разброс цен очень большой. Мы в этом году забронировали жилье за 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей, 4-местный номер. Так, дальше что? Ну, дальше, естественно, ежедневные расходы. Ну, в ежедневные расходы по большей части входит, естественно, питание. Питание мы в среднем берем обычно, ну, считаем на 1000 рублей в день на человека. То есть у нас семья из 4 человек, и это получается там на 11 дней 44 тысячи рублей. Естественно, в какие-то дни выходит больше, в какие-то дни меньше, но в среднем всегда вот, ну, в пределах 50 тысяч, допустим, за 11 дней, ну, нормально мы укладываемся. То есть завтракаем мы обычно всегда в отеле, просто там чай, какой-то там печеньки, ну, такие легкие довольно завтраки. Обедаем мы всегда в столовой, там уже прям по полной, чтобы все наелись. И ужинаем когда как тоже, когда шашлыки, очень часто мы любим шашлыки вечером на юге поесть, когда просто в отель что-то покупаем, в общем, как-то так, но в среднем вот где-то 50 тысяч рублей, наверное, на еду у нас вот уходит за эти 11 дней. Также к ежедневным расходам можно отнести лежаки. Многие, да, любят бронировать эти шезлонги на пляже. Лежаки в последний год мы были 400 рублей в сутки и 2000 рублей неделя была, да, можно сразу на неделю взять абонемент. Но мы не берем лежаки, как-то в первый сезон тоже мы брали. Не знаю, мне неудобно, каждому свое, кто-то любит, кто-то тоже не понимает, как там на песке лежать, кому-то там камни не нравятся, кому что. Ну, в общем, мы не берем лежаки, но если вот для кого-то важно, да, допустим, на 2 недели вам на один лежак понадобится 4000 рублей. Ну, говорю 2 недели, потому что в среднем где-то отпуск у людей так берут, да, 10-14 дней по большей части. Вот. Плюс сюда же прям у меня относится то, что иногда бывает мы какие-то коктейльчики на пляже берем, там, безалкогольные, алкогольные, неважно, там, по 300-350 рублей коктейли. В принципе, в эти 50 тысяч все это влезает. Ну, естественно, если вы там хотите прям много пить коктейли, сидеть там на баре целыми днями, то, конечно, там сумма будет немножко другая, но мы как бы не увлекаемся. В общем, ничего в этом плохого не вижу, но мы как бы больше именно по пляжу, по отдыху немножко по-другому. Но на самом деле там ночная жизнь очень крутая, и мы тоже ходим периодически, не каждый день, но ходим тоже. Тут потанцуем, там потанцуем, тут посидим, там посидим. Просто, опять же, я говорю, все сидят по-разному.
Вот, поэтому тут смотрите из ваших потребностей. Так, дальше что у нас? Ну, конечно же, развлечения. Развлечения, да, первое, что у нас на югах, это, конечно же, экскурсии. Мы не любители там большие экскурсии, поэтому, как правило, мы на свои развлечения закладываем буквально 1020 рублей. И мы туда, в принципе, относим аквапарк и парки аттракционов. Вот, все такие наши развлечения. Если вы любите экскурсии, то экскурсии вообще тьма тьмущая всяких разных. Я вот даже немножечко для вас выписала. Сейчас расскажу. Вот из последнего буквально, что было, да. Смотрите, Ниберджай, святые источники, 1200 плюс дополнительная оплата пасеки 350. Итого 1550. Ну, честно, я раньше даже не слышала. Вот это первый год, когда я услышала про вот святые источники, эти Ниберджай. Ну, мало ли кто-то что-то знает, читал, слышал. Интересно, сколько стоит, пожалуйста. Дальше. Анапа на ладони. Это обзорная экскурсия. Ласточкины гнезда, 800 ступеней, Орел, Кипарисово озеро, 1400. Здесь хотелось бы добавить, что такую экскурсию мы устроили себе сами и посетили ее за 100 рублей на автобусе, просто сев в Витязево на автобус, доехав до Анапы, прогулявшись там по набережной, до Ласточкиных гнезд, там 800 ступеней, все это по пути. И, в принципе, вы можете, я говорю, потратить на это гораздо меньше денег, добраться самостоятельно. И в чем еще большой плюс ваших самостоятельных таких путешествий? В том, что вы не ограничены во времени. Да, если то есть это обзорная экскурсия, вам там говорят, все, вышли 20 минут, пофоткались, сели дальше, поехали, то мы, допустим, выехали с утра и спокойненько приехали в Анапу, тут погуляли, куда захотели, пошли и покушали, там захотели, жарко стало, искупались, пошли, ну и, в общем, целый день так гуляли и самостоятельно, и буквально 100 рублей. Даже если обратно на такси, допустим, мы ехали вчетвером, 400 рублей мы заплатили, то же самое, получается, по 100 рублей с человека, да, а тут у вас с одного человека 1400 рублей. Дальше по экскурсиям. Дельфинарий Большой Утриш. 900 плюс 1400. Первая сумма, как правило, это просто сумма, грубо говоря, за то, чтобы вас доставить до места. То есть вот в данном случае 900 рублей с вас берут, чтобы доставить вас до дельфинария, и 1400 вход в сам дельфинарий. Я говорю, многие из этих экскурсий, на самом деле, вы можете добраться самостоятельно и потратить гораздо меньше средств. Кипарисовое озеро 900 рублей. Опять же, до Кипарисового озера мы тоже добирались самостоятельно. Тоже автобус наш вышел там что-то на одного человека туда-обратно, там 100-130 рублей, может быть. Но, опять же, мы не были ограничены во времени. Приехали сами, тут погуляли, там погуляли, взяли катамаран, на катамаране поплавали. В общем, мы приветствуем такие экскурсии самостоятельно, скажем так, это интереснее. Тут понравилось, тут тормознули, там куда-то зашли. Ну, это каждому свое, каждому свое. Дальше что? Владимирская усадьба. Экскурсия по винодельне, дегустация 6 видов вин. 900 плюс 500. Причем самое интересное, да, экскурсия и дегустация 500, а для того, чтобы вас сюда доставить, 900 рублей. Экотур каньон, экотропа по заповеднику, реликтовый можжевеловый лес, смотровые площадки с видом на Большой Утриш. Пляж, свободное время 1 час. 1600. Новороссийск. Набережная, крейсер плюс Абрау-Дюрсо, плюс светомузыкальные фонтаны. 1500 плюс 500 крейсер и плюс 1700 экскурсия с дегустацией вина. Это, видимо, вот в Абрау-Дюрсо, если вы захотите. Если не захотите, можете просто на фонтаны посмотреть там, да. Ну, как-то так, короче. Так, дальше просто Абрау-Дюрсо. Горное озеро, экскурсия, дегустация, музыкальные фонтаны. 1200 плюс 1700. Видимо, 1200 это просто добраться, да, туда. 1700 это чтобы посетить там непосредственно вот этот подвал с вином. В общем, вот это все дегустация. Сафари-парк плюс канатная дорога. Геленджик набережная. 1400 плюс 1800. Итого 3200. Аквапарк «Золотая бухта», 7 часов. Самый большой открытый аквапарк России. 1400 плюс 2000. 1400 добраться, 2000 аквапарк. Гефест, грязевой вулкан, Азовское море, грязевое озеро, бесплатная дегустация вин. 1100 плюс 500, то есть 1600 рублей. Долина лотосов, прогулка на катере, плюс бесплатная дегустация вин или шоколада. Выбирайте сами, 900 плюс 800. Итого 1700. Абхазия, 1 день. Гагра, Пицунда, озеро Рица, Новый Афон, пещера, монастырь. 4700 плюс по прайсу. То есть 4700, видимо, я тоже так предполагаю, чтобы вас доставить туда и обратно. И плюс по прайсу, там вот вход везде, да, в пещеру, вот это все, монастыри, это же отдельно оплачивается. Видимо, цены меняются, и поэтому в прайсе у них не указана цена, написано по прайсу. То есть на месте, когда приезжаете, там уже узнаете, что почем.
Ну, кстати, вот Абхазия интересно было бы, но я считаю, что в Абхазии как-то одним днем так, наверное, очень мало. 2 недели много, честно говоря, да, сколько я смотрела информации про Абхазию. Если кто-то был, отдыхал, пожалуйста, пишите ваши комментарии, что вам понравилось, что не понравилось в Абхазии, с радостью почитаем. Мы ни разу не были. Но вот так вот я смотрю, что мне кажется, 2 недели там много, но один день, наверное, слишком мало. Озеро Рица, вот я видела, очень красивое, да, пещера это. Так, еще нам предлагают Сочи за один день. Красная Поляна, Роза Хутор, канатная дорога, Олимпийский парк. 3 900 плюс по прайсу. Ну, та же схема, 3 900 доставка у вас и плюс по прайсу там, куда вы будете заходить. Также, естественно, есть морские прогулки, рыбалка, дайвинги, еще много всякого интересного для вашего отдыха. Морские прогулки там в среднем 1000 рублей, по-моему, стоит дайвинг. В прошлом году мы узнали, по-моему, 3 500, 4 500, что-то такое. Хотели, кстати, на дайвинг с Ярославом сходить, так они не сходили. В общем, очень много всего интересного. Я говорю, все зависит от того, что вы хотите, что вы ждете от этого отпуска, что вы любите. Я говорю, мы небольшие любители экскурсий. Вот нам было интересно, да, Ласточкины гнезда, 800 ступеней, там, это все мы, Лысая гора, это мы добрались, все сами посмотрели. Суко побывали, Кипарисовое озеро сами посмотрели. Единственное, что вот еще хотелось бы, наверное, посетить долину лотосов и грязевые вулканы. Вот, наверное, в этом году мы подумаем о том, чтобы их посетить. А так, как бы, не скажу, что что-то прям нам там очень интересно. Вот, ну, собственно говоря, по развлечениям так. Дальше что? Естественно, наверное, каждый, будучи на юге, покупает сувениры себе любимым, друзьям, родственникам, братьям, коллегам по работе, неважно. В общем, мы закладываем в этот пункт 10 000 рублей, чтобы купить что-то себе и, в общем, нашим дорогим и любимым людям. Так, ну что, мы уже почти с вами закончили. Что еще? Естественно, каждый раз перед поездкой нужно проверять вашу аптечку, нужно что-то докупать. У нас, кстати, на канале должно быть видео. Сейчас, кстати, надо посмотреть, мало ли, если что, с ними новое. Про аптечку на юг, что у вас обязательно должно быть в вашей аптечке. Каждый год мы постоянно тоже пересматриваем перед отпуском, что-то докупаем, что-то заменяем. Ну, в общем, я так прикидываю, что 2000 рублей, допустим, что-то обновить, что-то... Ну, естественно, может, в какой-то год понадобится меньше, в какой-то даже больше. В общем, так как лекарства тоже имеют свойство портиться, и не всегда они, слава богу, нужны, пусть лучше они просто так полежат, и потом их выкинете, да, чем, конечно, они будут использованы и закончатся просто. Вот. Ну и что? И в конце нам понадобится еда в обратную дорогу. В обратную дорогу, честно говоря, с едой всегда сложнее. Потому что, я говорю, мы никогда не заморачиваемся по поводу того, чтобы жилье было с кухней. Соответственно, мы жили в жилье с кухней, и то я не помню, что мы готовили, честно говоря, в обратный путь. Одно дело дома готовить, да, предвкушение поездки, и другое дело, когда ты на отдыхе последний день, что там готовить еще в поезд, заморачиваться, ну, капец. Вот, поэтому обратно сложнее, обратно больше приходится покупать такой быстрой еды. Но, тем не менее, мне кажется, это все равно выходит даже дешевле, чем когда мы туда и готовим, и накупаем кучу всего, а обратно просто покупаем, все равно, мне кажется, что выходит меньше. Не знаю, на обратно даже ни разу не прикидывала, что почем. Ну, пусть там это будет 2000 рублей, давайте, да. Туда полный контейнер еды из дома и 3000, обратно 2. Ну, пусть будет так. В общем, итого, если мои подсчеты верны, то получается где-то 168 000 рублей. Ну, грубо говоря, 170. Естественно, мы никогда не едем так, что вот впритык, вот мы вот так посчитали, у нас так получилось, и у нас ровно столько. Нет, конечно, мы всегда с запасом держим с собой деньги, на всякий случай, бывает, что-то еще захочется. Да и мало ли, всякое бывает. Поэтому мы всегда берем с запасом, но это вот, скажем так, допустим, минимум, который мы для себя определили, да, который нам точно нужен будет. Вот. Вы обязательно пишите в комментариях, где вы отдыхаете обычно, сколько отдыхаете, в каком месяце, кстати, да, самое главное, что я сказала, мы всегда ездим отдыхать в августе. В августе цены гораздо дороже, чем там в мае, в июне. То есть такое где-то июль-август, это самый такой пиковый сезон, когда все дороже. Май дешевле, июнь дешевле, сентябрь дешевле. Мы ездим в августе, поэтому цены даже на все то же самое, что я вам сказала, в другие месяца могут быть, в принципе, дешевле. Поэтому с радостью почитаем ваши комментарии, в какие месяца вы ездите, куда ездите, насколько вы ездите, во сколько вам обходится ваш отпуск, какие вы, да, предъявляете требования к жилью. Все это очень интересно будет нам, так что пишите, мы с радостью почитаем. Что касается билетов на поезда,
У нас вроде, слава богу, да, открылась продажа билетов, билеты продаются. После того, как вот какой-то, ну, те, кто давно с нами видели, какой-то период у нас не было продажи билетов из-за ремонта дорог. Сейчас продажу возобновили. Несколько дней было все хорошо с продажей билетов. Потом 2 или 3 дня билетов практически не было. То есть утром открывала сразу только там купе, и то несколько мест всего. Сейчас я опять смотрю, уже 3 дня, 3 или 4 дня мониторю билеты, и все хорошо. Билеты открываются, билеты в достаточном количестве. Я вот даже сегодня зашла в 8 вечера, на ту дату, на которую сегодня в 8 утра открылась продажа билетов, и там еще 100 с лишним мест в плацкарте, то есть, короче, нормально все. Надеюсь, что на август будет так же. В общем, как-то так. Надеюсь, это видео было для вас информативным, полезным. И я не зря тут сидела под ночь. В общем, конечно же, мы с нетерпением будем ждать ваши комментарии. Пишите. Ну и всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на наш Телеграм. И до новых встреч. Пока-пока.